Всем привет! Меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Что она поняла о вас? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы пребываете. Ох, ребятушки, у вас эротическая энергия, сексуальная энергия просто зашкаливает. Здесь проигрывается острая нехватка, либо же интимных отношений в целом, да, вот именно каких-то, как говорится, для здоровья отношений, да, либо же проигрывается острая нехватка любви. И в который раз у нас в раскладах выпадает, что у вас ориентация именно на семью. Вы находитесь вот в начале своей новой жизни. Новая жизнь именно это касается вот любовных отношений, да, у кого-то вот именно проигрывается, что вот-вот вы должны познакомиться с женщиной, с которой у вас завяжется романтик. Кто-то, возможно, уже начал встречаться, это какие-то новые, такие свеженькие совсем отношения. Но, тем не менее, вот прошлое все равно вам нет-нет, да не дает покоя как-то. Вот бывает, накатывают какие-то воспоминания, вот какие-то либо подсознательные сравнения могут быть, вот какие-то, знаете, такие романтические нотки накатывают. Все равно вот крупицы прошлого как-то вот глубоко в вас сидят. Опять же, еще может проигрываться, что вы очень сильно скучаете за детьми. Вот у кого есть дети, это может быть, что вы довольно редко их видите, либо же ну, не так часто, как вам бы хотелось, либо, может быть, вообще вам не дают видеться по какой-то причине с детьми. Но, опять же, это довольно частая такая распространенная манипуляция женщин, когда не дают общаться именно с детьми, да, вот бьют по самому больному месту. Также может проигрываться, смотрите, что некоторые из вас вот сейчас находятся в таком каком-то, знаете, периоде, что ли, когда немного пошатнулось здоровье, могут проигрываться обострение каких-то болезней, но именно болезни, знаете, казалось бы, лето, жара, да, но могут и простудные заболевания, ну, кондиционеры в первую очередь, да, довольно частые такие виновники простуды. Может скакать давление, вот именно сердечно-сосудистая система, опять же, это может быть связано либо же с жарой у кого-то, либо еще сюда можно добавить переживания романтического характера. Так, что еще в вашей жизни проигрывается? Коротко посмотрим. Однозначно конец вашей прошлой жизни. Причем вот это конец вашей любви, да, вот я сейчас вам рассказываю просто вот коротко, да, и то, что сейчас, и то, что было, как бы, насколько резонирует или нет этот расклад. Это конец ваших отношений, которые были по-настоящему для вас важны. Это женщина, которая была в вашей жизни, она подарила много радости и много боли. Это женщина, которую вам иногда даже хотелось бы забыть как кошмарный сон. Да, вы-то ее помните, конечно, это ваша история, это ваша жизненная страница. Но тем не менее, вот ту боль, которую она причинила, вам хотелось бы забыть. Вы человек еще, который довольно бережно относится к деньгам, к материальным ценностям. Вы не будете ни в коем случае сорить деньгами, вы не транжир. Вы еще, возможно, даже и детям помогаете, да, там, родителям, может быть. Ну, то есть вы не скупердяй однозначно. Плюс у вас, похоже, намечается дорога, ну, чуть туда попозже, не в ближайшее время намечается дорога. У кого-то это связано с отдыхом будет, у кого-то это связано, может быть, с командировками, да, вот работа именно связана с дорогой. То есть такое вот, знаете, сказать, что у вас жаркое по-настоящему лето, я не могу. Да, у тех, у кого начинается романтик, жара будет в этом плане. Но те из вас, кто пока не имеет новую женщину, да, пока не завязались новые отношения, вот вы находитесь в каком-то вот в предвкушении, да, вот хочется
хоть и с нотками ностальгии о прошлом, но хочется нового, хочется какого-то драйва, хочется того же интима, да, вот хочется влюбиться и забыться, если так по-простому. Итак, давайте-ка посмотрим, какая же женщина пришла к нам на расклад и что же она поняла о вас. Так, смотрим, что за женщина. Очень непростая, очень хитрая. Так, двери невозможно закрыть, чтобы машины не мешали нам. Так, смотрите, женщина, которая привыкла быть победительницей, которая очень сильно себя любит, которая большая любительница денег, ну кто бы сомневался. Женщина может быть довольно такая вспыльчивая, довольно скандальная. Женщина, которая несет за собой скорее разрушение, женщина, которая... Ну, такая, может быть, еще, знаете, вот сплетница, склочница, вот такого характера женщины, когда собираются, да, ну, это просто клоака, грубо говоря, да. Это постоянное обсуждение соседей, кто куда пошел, кто с кем спит, куда пришел и так далее. Ну, то есть очень и очень непростой человек с такой, конечно, если бы я была мужчиной, мне бы не хотелось жить с такой женщиной, если честно. В общем, она такая, знаете, она себе на уме. Она очень любит, когда все ее желания исполняются. Она всегда права. Вы по-любому всегда и везде были неправы. Правда только на ее стороне. Но это опять же с ее позиции. Так, давайте-ка посмотрим, как же она поживает. Да, коротко посмотрим, что у нее в жизни происходит. Так, что же происходит у нее в жизни? Ну вот очень четко описывает эта карта женщину, это ну как бы снежная королева, да, вот у меня ассоциация со снежной королевой. Хотя вот ей не чуждый огонек любви. Вот проигрывается, вот даже у вас с ней было поначалу, я думаю, огонек любви был, конечно, она когда хочет, она умеет и дарить, и нежность дарить, и какую-то заботу, да, вот какую-никакую, но все равно умеет. Но опять же, когда это ей выгодно. Обычно она так себя ведет, вот и с вами она себя так вела, нежная, ласковая, любящая. Ну, когда ей нужны было деньги получить. Точно так она сейчас себя ведет с мужчинами. Хотя я не могу сказать абсолютно, что у нее сейчас есть какие-то вот стабильные такие серьезные отношения. Она даже по работе, вот она впахивает, ей приходится впахивать, потому что недостаток денег есть. Ну, а как же по-другому может быть, потому что, ну, спонсора как бы нету рядом. Женщина, которая довольно часто впадает в уныние. Нет хорошей жизни, я вам могу сказать. Ей бывает, ну так, хреновенько на душе. Конечно же, она об этом никому не говорит. Ей очень не хватает вот именно какой-то любви, нежности и ласки. Хотя вот сама она, ну, она превратилась в какую-то вот, ну, реально снежную королеву. Человек, который... Ну, знаете, вот она требует любви от других, но сама она как-то особо не отдает. Да, в начале отношений она что-то пыталась там, да, вот быть, и то, когда это было выгодно, когда еще страсти кипели, потом это уже в корыстные моменты перешло, но никак иначе. Поэтому, смотрите, здесь абсолютно я счастья не вижу в личной жизни, я не вижу у нее таких вот финансов, которые можно было бы назвать, что она финансово такая стабильная, обеспеченная женщина. У нее хорошо развита интуиция, плюс, когда ей выгодно, она может реально вот одевать маску, вот и сейчас даже, да, она одевает маску, ну, такой добропорядочности, ну, такая великая актриса, вот в ней реально погибла великая актриса. Также может проигрываться, что эта женщина имеет некоторые вот то ли очень сильную интуицию, то ли она даже владеет магическими способностями. Вот есть у нее, возможно, она не развивает эти способности, но они у нее есть. То есть колдовство может быть с ней как-то связано. Далее. Давайте-ка теперь посмотрим, что же она поняла о вас. Ой, божечки, кто-то ко мне спешит.
Ой, так жарко, что просто уже сил нету. Уже дышать просто тяжело. Напишите, как вы спасаетесь от жары. Уже из душа, наверное, нужно не вылезать. Так, что же она поняла о вас? Смотрите, она поняла, что когда она была с вами, она была цветущей женщиной, да, вот вы ее окружили именно любовью, нежностью, лаской, заботой, то есть, ну, все, чем могли, помогали, все делали для нее. А сейчас вот она осталась одна, вот такая вся принцесса-королевишна, никому не нужная. Хотя вот все так же хочется, чтобы ее кружили. Вот вы тащили все в дом, да, вы старались все делать. Вот она понимает, что она потеряла человека, который давал ей уверенность в завтрашнем дне, который давал ей уверенность в том, что ее любят, да. Но почему она тогда себя повела так по отношению к вам? Давайте посмотрим. Почему она себя так повела? Ну, во-первых, здесь без магии не обошлось. Здесь она тренировалась в колдовстве, еще может проигрываться, что вот она, знаете, как у нее получилось? Она хотела вас привязать еще больше к себе, ну, то есть тренировки магического характера могли здесь присутствовать, да? Плюс за ее спиной есть человек, ну, скорее всего, это, ну, либо мама, да, либо близкая подруга, которая вот советовала ей разные гадости делать, да, вот именно гадости за спиной у вас, да, это и тот же левак, может быть, это и тоже вранье, да. Поэтому вот как-то она пошла не той дорогой, не туда. Плюс вот эти ее магические тренировки обучения, да, у некоторых, повторюсь, потому что это общий расклад, до добра не довели. Потому что магия, это на первый взгляд кажется, вот прочитал какой-то заговор и все, да, но на самом деле здесь собака намного глубже зарыта, но не все об этом знают. Поэтому она вот пыталась как-то помагичить, да, но у нее это не получилось, но тем не менее свою лепту в отношения, в раздор между вами это внесло. Такая не до конца сделанная магия, так назовем это. Причем вот женщина, знаете, ностальгирует о том, что вот она, знаете, вот она вами крутила, вертела как могла. После вас такого мужчины у нее не было. Вот вы у нее реально были ручным. Вы были, вот, знаете, именно тем человеком, которым она могла управлять, ну, на все 100. И она сейчас очень, знаете, она вот реально жалеет о том, что вот так все получилось. И я не скажу, что она там безумно любит, что она именно вот скучает, ностальгирует. Нет, этого нет. Она именно вот скучает за тем состоянием, которое у нее было рядом с вами. Обычно люди так и скучают именно за состоянием, не за самим человеком, а за тем, что человек давал. Когда у тебя есть уверенность, когда у тебя есть все вокруг, да, вот обустроено, есть быт, есть деньги, есть комфорт, то люди обычно скучают именно за вот этим комфортом, за тем, что тебя любят, тобой восхищаются, боготворят. Вот за этим скучают, да, потому что вот любви как таковой я не вижу. Здесь есть ностальгия по какому-то вот реально достатку, по деньгам, потому что она вот такая вся цвела и пахла, а, конечно же, знаете, вот как говорят обычно, если женщина цветет, то значит у нее хороший садовник. Вот по этому плану. Вот она цвела рядом с вами. Вот сейчас она как раз и скучает за этим состоянием, когда все ее хотелки удовлетворялись, когда вы ее кружили со всех сторон, вот как могли, так и кружили. Вот этого ей не хватает. Поэтому вот она реально поняла, что вы как раз тот человек, который ей давал все. Но в то же время она понимает, что все, эта песенка спета, конец истории.
Она не собирается возвращаться, потому что понимает, что слишком много было сделано, много сказано друг другу было, и не очень приятного сказано. Но такая своего рода ностальгия осталась. Знаете, вот как раз сюда подходит пословица, что имеем не храним, потерявши плачем. Хотя этот человек особо плакать не способен. Реально вот скучает просто по тому комфорту и по той любви, которую вы давали. Думала, найдет что-то получше, а не получилось. Бумеранг в действии. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!